Всем привет! В этом видео я покажу несколько примеров, как можно спаять провода медные между собой, э, припаять там клеммы, допустим, вот такие, без паяльника, с помощью, ну, там, обычной зажигалки, вот такой. Часто у автомобилистов возникают такие вот потребности, что нужно припаять, допустим, а паяльник 220 нельзя туда дотянуть, негде подключиться, допустим. Какие-то дополнительные вы там освещения хотите установить на свой автомобиль, либо аудиосистему там, динамики там припаять, клеммы, чтобы контакт был лучше, лучше припаивать тогда. Для начала разберем пример. Просто сейчас зачищу, спаяю два провода между собой. Зачищаем бокорезами. Так, если вы будете изолировать термоусадкой, то лучше сразу ее надеть на один из проводков, потом мы скручиваем, спаиваем и термоусадку уже тогда надеваем. Сейчас мы так и сделаем. Термоусадка у нас такая. Обрезаем 2-3 сантиметра. Надеваем на провод. Скручиваем между собой хорошо, так чтобы они сидели. Паять буду вот таким вот припоем. Тут вот состав его написан. Рязанский. С канифолио он сразу встроенный. Диаметр этого припоя 0,8 мм. Ну, предпочитаю такие провода паять где-то миллиметровым. 1,5 максимум. Дальше уже толще не стоит. Тоненький, кстати, тоже 0,5. Лучше не брать, потому что он хотя и выпущен тем же заводом или фабрика, что у них там, но у него какой-то состав, хоть и написан даже такой же, но свинца там больше, и он плохо паяет. Так, главное прикасаться оловом с одной стороны, а сжечь зажигалкой, чтобы пламя было с другой стороны, чтобы олово не было на открытом огне. Так, начало плавиться. Сейчас добавим. Все, растеклось по жилкам, между жилок. Все, провод у нас спаян. Сейчас чуть-чуть остынет. Надеваем термоусадку, чтобы смотрим, чтобы нигде ничего не торчало у нас. Поджигаем зажигалкой, термоусадку обжигаем, все, она у нас уселась. Так, следующий вариант у нас акустический провод. Имеется сечение 0,5 квадрата. И припаяем мы вот такую клемму. У динамиков одна такая, другая меньше. У меня под рукой нету таких. У меня две одинаковые. Припаяем две одинаковые. Просто для примера. Вы будете там себе паять. Если тогда уже будет как бы то же самое, просто там меньше будет. Также зачищаем провода. Закручиваем их. И тоже смотрите, если старые динамики, допустим, у вас навернулись,
ну там, не то чтобы динамики сами навернулись, а начали отходить там. Вы разобрали и смотрите, что у вас там либо клеммы поотпадали, поокисленные и требуют замены, либо ремонта. Но лучше сразу заменить, потому что они как бы копейки стоят. Проще заменить сразу. Так, здесь проводок потоньше, поэтому мы изоляцию вот тут обжимаем. Вот этими лапками. Зажимаем сам проводок. А медь у нас получается вот здесь. Мы ее сделаем вот так. Загнем вокруг. И обратно ее сунем между вот этих лапок. Так будет гораздо крепче и надежнее. Дальше зажимаем эти лапки, где медь, уже узкогубцами. Ну, примерно вот так вот это выглядит. Так, берем припой, зажигалку. Греем саму клемму, олово мы не греем. И по клемме тепло распространится. И олово само нагреется и растечется. Сейчас подостынет. То есть гарит от зажигалки, копоть сразу убираем. Все. Разъем запаян. То же самое здесь. Термоусадку надо было надеть. Ну, у меня такого диаметра нет, чтобы под рукой, чтобы зашла сразу на всю клемму. Есть вот такая вот большая 8 миллиметров, но она слишком большевата. Сейчас мы для примера покажем. Попробуем сейчас вот такую термоусадку 8 миллиметров надеть. Ну, наверное, не обожмет ее, но попробуем. Хорошо ее прогреваем со всех сторон. На одном месте долго не держим, так как термоусадка тоже может перегреться и лопнет. Все, вот у нас клемма готова. Ну, то есть, конечно, лучше термоусадку взять меньшего диаметра. 5 либо 6 миллиметров. Ну, где-то 6, наверное, чтобы она и тут лучше уселась. Но она как бы тут тоже нормально уселась, но выглядит, по крайней мере, не так эстетично, как выглядело бы 6 миллиметров. Вот. Берем второй разъем. Ну, для аудиосистем он будет меньше. Меньше по размеру, чтобы не перепутать полярность в колонках, в динамиках, в автомобильных и не только. В акустических системах, в аудио. Так, заворачиваем его также. Отверточкой поджимаем. Направляем узкогубцами. Зажимаем. В принципе, конечно, контакт и так будет хороший. Он обжат, как бы зажат все. И тут вокруг даже я вот медь пропустил, но все же пайка гарантирует более качественный контакт. То есть, если вы там любите нормальный звук, чтобы у вас был хороший звук, как бы, вам лучше запаять это все дело. Нагреваем также саму клемму. Олово в стороне на открытый огонь мы его не ставим.
Так, ну это у нас дымится уже изоляция у кабеля. Все. На камеру видно нет, не знаю, сверху олово вот получается же не застыло. И видно внутри оно там, вот где медь, проводок, там уже олово затекло туда. Ну, то есть то же самое здесь термоусадку. Надеваем, все, разъем готов. Также часто бывают случаи, допустим, вам нужно, не разрезая провод, допустим, у вас идет там жгут проводов, трасса проводов идет в автомобиле там, и вам нужно внедриться в какой-либо провод, там, не знаю, в поворотнике, в плюс, там, в прикуриватель, там, еще куда-то. Вам нужно внедриться в него, но не разрезая. Допустим, если вы его обрежете, вы потом его не соедините, потому что, ну, не хватает этого. Для этого либо ножом зачищается здесь изоляция, либо там бокорезами, например. Но мне бокорезами удобнее. Ножом чаще травмируется кабель и как бы прорезается медь, что как бы, ну, сечение укорачивает тогда, получается, этого кабеля, этого провода. Вот. Кабелек 1,5 квадрата, проводок. Вот так мы зачистили. И к нему положим дополнительное оборудование. Вот мы, дополнительный проводок. Прикручиваем. Но термоусадка у нас здесь не разрезает этот кабель, воспользоваться не получится. Поэтому если есть возможность загнуть потом вот так кабель, да, ну, вы, допустим, не хотите разрезать его, делаете вот такую скрутку, потом загибаете и термоусадку уже на все три вот этих надеваете вот так сверху, когда запаяете. Либо изолента. Так, берем припой. И также с одной стороны мы прикасаемся припоем к меди, она нагревается и припой начинает растекаться постепенно по всей длине нашей меди. Зажигалкой же мы греем с другой стороны, с обратной стороны, дабы олово не начало капать, потому что если его будешь на пламя попадать, оно будет просто вот как бы капать и все, вот капнуло как бы не туда, куда нам надо. Нам надо, чтобы оно было в меди, в нашей скрутке. Поехали. Вот одна капля мимо. Так, сделаем огонь побольше. Прогреваем дальше медь. Олово идет, этот припой со встроенной внутри, в середине, там как трубочка идет, и внутри канифоль. То есть вот, немного тут угарик провод, но запаян он у нас хорошо. Вот. То есть у вас идет, допустим, основная вот эта трасса шла, и вы к ней припаялись. Все вот так. Берем изоленту. И скручиваем, закручиваем, закрываем всю медь, чтобы как можно конкретнее замотать. Ну, переусердствовать, конечно, тоже не надо. Главное, чтобы туда не попадала влага и туда не попадал другие какие-то металлические части, которые могут замкнуть эту скрутку. Ну, 3 слоев обычно достаточно. Берете просто и паяете туда. Так, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, ваши предложения, что еще хотели бы, чтобы я заснял. Все, всем удачи.